Всем привет! Сегодня фильм «200 фунтов красоты», 2006 год. В главных ролях Ким Аджун и Чу Джин Мо. Я видела фильм давно, но недавно пересматривала. Помню, в первый раз, когда смотрела, была удивлена качеством спецэффектов на сцене, хорошим саундтреком. Фильм комедийный, но с ноткой грусти. Кратенько о сюжете. Толстушка с хорошим вокалом пела за сценой за безголосую певицу и была влюблена в своего продюсера. И однажды она решила круто изменить свою жизнь, лечь под нож хирурга и превратиться в прекрасного лебедя. Преобразившаяся Ханна пришла на прослушивание к своему продюсеру, ее никто не узнал, спела хорошо, но теперь, имея презентабельную внешность, она могла петь не за кого-то, а сама за себя. Конечно же, ей строила козни безголосая певица, которая теперь оказалась неудел. Использовали душевно больного папу Ханны, чтоб ей насолить. Но все заканчивается хорошо. Финал очень трогательный. Ее пытаются уличить в обмане, но Ханна сама во всем сознается. А именно, что толстушка и теперешняя она – это один и тот же человек, а смешной неказистый в больничной одежде старичок – ее отец. Все плачут, весь зал ее поддерживает. Я тоже прослезилась. В продолжение этой темы хотелось бы поделиться своими детскими чувствами, очень личными. Меня мама родила в 38 лет. Раньше считалось, что рожать в этом возрасте, нельзя. Поздно. Это сейчас никого не удивишь родами в 45 лет. Так вот, когда мне было 11, то ей, получается, было под 50. А если мне 17, то ей, соответственно, под 60. В общем, у всех были молодые родители, а у меня старые. И я стеснялась этого. Это плохо? Да, конечно. К чему я это все рассказываю? Да к тому, что я ее понимаю. Отец у Ханы мало что старый, так еще и с головой не дружит. Это сейчас, когда сам становишься старым, понимаешь, хоть какие. Старые, неказистые, лишь бы живы были и рядом с нами. Еще хотелось бы поговорить о проблеме избыточного веса. Мне всегда казалось, что нужно просто меньше есть. Но почему-то толстушки, услышав эти рекомендации, всегда дружно заявляют, что они совсем много не едят. На что я всегда вспоминаю свою маму, которая всегда отмечала, что во время войны толстых не было совсем. Да и на документальных кадрах блокадного Ленинграда тоже наблюдаешь тощих, изможденных людей. Толстые люди в кадре не мелькают. Я не понимаю, для чего люди себя так раскармливают. Со всех сторон сплошные неудобства. Во-первых, ты плохо выглядишь. Во-вторых, придется менять гардероб, причем несколько раз. В-третьих, начнутся проблемы со здоровьем. При авиаперелетах и в автотранспорте проблемы. Рано или поздно придет осознание того, что надо сбросить вес, но теперь без медиков не обойтись. Это опять лишние расходы. У нашей героини тоже не было средств, ей пришлось пойти на гнусный шантаж. Вывод какой? Надо худеть, операция очень дорогостоящее мероприятие, поэтому надо меньше жрать, держать себя в руках, следить за своим весом. Убьешь 3 зайцев, сэкономишь на продуктах, будешь хорошо выглядеть, для здоровья польза. Честно говоря, в девушке, наверное, было не 200 фунтов, а все 400, если не больше. В фунте 450 грамм, умножить на 290 килограмм. А Ханочка, наверное, весила все 200 килограмм. А мужчины говорят про душевность, а сами смотрят, сами понимаете на что. Как всегда, с юмором, с грустью, без пошлости, душевно. В общем, рекомендую. Но, думаю, все уже и без моих рекомендаций посмотрели. Актриса Ким Аджун, имея приятную внешность, еще и сочинила пару песен к этому фильму, если я не ошибаюсь. Какая молодец. Вообще, я взяла за этот обзор, думала, надо отдохнуть от серьезных тем и просто повеселиться. Но в случае с корейским кино, да и не только с корейским, не всегда так получается. В жизни ведь как? Веселье и грусть всегда где-то рядом. На этом все. Всем здоровья, удачи и пока.